Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получайте супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Здравствуйте, вы на канале Черничный хутор. Это и есть тот самый грязный узел, в честь которого назвали Куала-Лумпур. Кто там у меня? Посольство у нас есть украинское, русское. Мы летим в современнейший мегаполис Куала-Лумпур, в столицу Малайзии, в страну, где сочетается три древнейших азиатских цивилизации – малайская, китайская и индийская. А еще экзотический акцент в эту картину добавляют традиции аборигенных народностей. Малайзия – страна контрастов, где с ультрасовременными небоскребами соседствуют здания времен колонизации, а рядом с мечетями виднеются индийские храмы. Это опять вы. Заходите, я как раз кофеек поставил. Заходим. Мы сейчас находимся в самой крайней точке Евразии. От дома около 9000 километров. Даже до Нью-Йорка 7. В общем, мы на другом вообще конце мира. Сняли небоскреб себе. Точнее, квартирку в одном небоскребе. Сделали кофеек. Смотрите, как квартира получилась. $50 в сутки. Вот это все. Получается зал, прихожая и кухня. Вот. Кухня и... Благодаря вот этой кухне можно жить вообще как дома. То есть вот мы проснулись с утра, поставил себе кофеечек, заварил. Потом захотел что-то приготовить. Можно не только сходить в кафе, в ресторан, но тут и плита, и чайник, все, что хотите есть. Вот. И что еще есть в этой квартире? Большая просторная спальня с кондиционером. Кстати, кондиционер есть в каждой комнате. Все комнаты с кондиционером. Ванна, душ, туалет. Вторая комната тоже с кондиционером. Так у нас еще и балкон есть. Бассейн и тренажерный зал есть в этом доме. И могут им пользоваться все жильцы. Но почему-то никто сюда не ходит. А первые впечатления такие, как будто мы попали в Дубай, но цены какие-то супер дешевые. Зашли в магазин, манго дешевая, включили интернет, сим-карту дешевая, такси дешевое, все недорогое, ну как в Дубае. Ну, первые впечатления обманчивые. Посмотрим, чем Малайзия нас удивит. Вот это малазийские рингиты. И тут $100. Курс 4,6, получается 100, 200, 300, 400, 20, 30, 40, 46. Сейчас с этими деньгами прогуляемся по городу и поедем в первую очередь к башням Петронас. О, кстати, что заметил, двадцатки, пятерки бумажные, а вот эти уже пластиковые пятерки и единички. Сейчас мода пошла в азиатских странах. Все менять на такие деньги. Не рвутся. И не мнутся. Друзья, у вас, конечно же, сейчас вопрос в голове. Почему вы с курортного такого места посреди океана Шри-Ланки перелетели в мегаполис Куала-Лумпур? Когда мы находились на Шри-Ланке, мы открыли сайт Aviasales и посмотрели, куда выгодно залететь.
И самый выгодный маршрут был сюда $140. А вот отсюда уже, здесь такой международный аэропорт, открывается вся Азия. Отсюда выгодно влететь в любую точку Азии. И поэтому, раз мы уже здесь оказались, недельку здесь попутешествуем. Да, это будет не телячий такой отдых, не пляжный, это тут будет больше путешествие, туризм. А куда мы в следующий раз полетим, мы пока тоже не знаем. Просто откроем авиасейлс. Таиланд так Таиланд, Бали так Бали. Куда дешевле будет, туда и двинемся. Как тебе просыпалось сюда? Ну так, нормально. Сейчас с нашим домом 5 часов разница. На такси будет очень долго ехать. Каждый день мы передвигались на метро. Пару раз вызывали такси, и оно недорогое, но на метро чаще было намного быстрее и удобней. В итоге поняли, что на такси в Куала-Лумпуре надо ездить только туда, куда не проложен метрополитен. На каждой станции метро установлено много автоматов по продаже жетонов. Даже в высокотехнологичном Дубае билеты продает женщина-кассир. А тут она только консультирует и совершает обмен денег на мелочь. При входе в метро прилаживаешь жетончик к турникету, а на выходе опускаешь его в специальное отверстие. В вагонах и в метро работают кондиционеры, и ездят вагоны без машинистов. Никогда так быстро не ездили. 4 остановки просто как минуту. Все туристы, приезжающие в Куала-Лумпур, обязательно идут фотографироваться к башням-близнецам Петронас, так как это визитная карточка города. Высота башен 451,9 метра. До 2003 года они являлись самым высоким зданием в Азии, а сейчас занимают первое место в мире по высоте среди башен-близнецов. Башни строили чуть ли не на перегонки 2 разные компании – японская и корейская, а заказчиком была нефтяная корпорация Петронас, и обошлись они ей в $800 миллионов. Построены были всего за 6 лет. Сваи для них вбивали более чем на 100 метров в глубину. Между башнями есть мост. Это переход для противопожарной безопасности. Тут получается не как в Дубае, к каждому деревцу проведена растительная система. Тут все оно за счет дождей, за счет климата само растет. Друзья, мы попали в Куала-Лумпур как-то транзитом больше. А вот встретили Пашу, а Паша здесь, знакомьтесь, объездил пол Азии и почему-то выбрал вот этот город для жизни. Я, если честно, не знаю почему. Какое-то оно такое, вот первое впечатление, не туристическое место, много пробок, нет моря. Ну, то есть, я как бы это 3 минуса сказал. Конечно, есть тут, много плюсов, крутая инфраструктура, классный город, все красиво, все аккуратно, все чисто. Как бы для жизни, наверное, наверное, как просто приехать отдохнуть, российские туристы сюда, наверное, не ездят. Транзитом обычно приезжают. То есть, наверное, едут, например, Сюда прилетают, а потом на море. То есть если пару дней на море. почему ты все-таки выбрал для жизни, может, не до конца жизни, но именно временной, почему вот остановился в Куала-Лумпуре? Почему не в Таиланде, почему не в Дубае? Дубай дорого, а здесь хорошая инфраструктура, развитая страна современная и все относительно дешево. Да, мы заметили, вообще все дешево. Жилье дешевое, еда причем разнообразная. И по сравнению с Таем, это субъективно, но мне кажется, здесь чуть почище, чуть более развитая. То есть это не такая захолустная Азия, скажем так, современная страна. Хорошо. Мне нравится. А почему Куала-Лумпур? Ну так получилось, Big City, так сказать.
большой город. Ну, есть люди, которые любят города большие, да? Я не то чтобы прям любил, но поскольку я задался целью китайский выучить, это единственное место было, где была школа с китайским и с визовой поддержкой. Так ты на английском шпаришь, тебе еще и китайский надо. Ну, я решил китайский выучить. Но это очень тяжелый язык. Ну, тяжелый, да, тяжелый. Ну как, кто-то учит, ну как, китайцы же учат. Получается, Ну, ты правда? еще школу посещаешь, да? Да, я учусь 2 часа в день. Ладно, скажи просто здравствуйте, зрители. Здравствуйте. Китайский. Нихао. Паш, ну раз мы уже так вот оказались вот в этой точке Куала-Лумпур, ну посмотрели мы 10 минут на Петроносы, да, но хочется ж хлеба и зрелищ. Нам Антону хочется купаться, Вале хочется закупаться, мне хочется что-нибудь смотреть. Есть здесь что посмотреть еще? Конечно, полно. Поехали, покажу китайский квартал, заодно посмотрите, каким был Куала-Лумпур 100 лет назад. Ну и закупитесь, и купитесь. Купаться, ну, можешь попробовать. Я покажу речку, как бы, можешь попробовать. Малайзию смотреть на китайский квартал. Это получается, ну, как-то вот странно. А почему не... Как вот малайцы живут? Вот, ты можешь организовать поездку, например, в деревню? Ну, давай попробуем, да. Давай попробуем. Как вот малайцы жили 100 лет назад, например, или 50 лет назад, или как они... Вот так можно будет? Ну, не знаю, как 100 лет назад, наверное, мы уже не увидим, но, наверное, как 50 лет назад можно. Давай попробуем. Получается, Малайзия как бы центр Азии, и вы можете, да, не все посещать все страны Азии, а приехать сюда и увидеть сразу и Китай, и Малайзию, и Индию, и Пакистан, и, я так понимаю, здесь со всего мира. Ну, в смысле, со всей Азии съезжаются. смесь Вьетнам, всех короче, народов, Китай. смесь всех религий. Всех народов, всех религий. Да. Потому что здесь уже давно живут китайцы и индусы, и это практически половина страны. Китайцы, индусы, половина страны, да? Ну да, ну, где-то чуть больше 50% это малайцы, процентов 20 китайцы, под 30 даже, и около 10% индусы. Слушай, ну тут что получается, как в Дубае, гражданство не получить никак. Гражданство не получить. Для того, чтобы получить гражданство, нужно не только здесь родиться, но еще родиться в семье граждан. Очень странно, что Паспорт не дадут. как во всех азиатских странах невозможно получить гражданство. Во всех. Я не знаю такую страну, что можно. Еще можно вопрос, Паша, смотри. Ты называешь малайцами, да? Почему не малазийцами, а малайцами? Ну, потому что они себя называют малайцами. И вообще изначально страна называлась Малайя до того, как она стала Малайзией. Как переводится Малайя? Малайя переводится как горная страна. Горная страна. А Куала-Лумпур как переводится? Куала-Лумпур переводится как грязное устье или илистое устье. О, а покажи нам это. Оно же где-то здесь в городе, это илистое устье есть, Вот да? мы поедем в Чайнатаун, я вам покажу. То есть откуда вот прям центр города, откуда пошел Куала-Лумпур? Где появилось первое поселение. Короче, есть что посмотреть, да? Есть, конечно. Погнали. Паша, таких значков я в Беларуси ни разу в жизни не видел, а тут их 90% рынка вообще. Тут все на них ездят. Что это такое? Как они называются вообще? Это местные марки. Вот это Протон с тигром, а это Перодуа называется. Местная марка. Здесь автомобили собирают с 80-х годов. Существуют такие заводы. И они... Да, они большую часть рынка и занимают. Ну, то есть небольшая страна, где 30 миллионов населения, есть свое автомобилестроение, и для своих они свои нужды покрывают полностью. Более того, здесь очень крупный рынок. Здесь в семье среднее количество автомобилей 2-3 машины в каждой семье. То есть это типа настолько дешево и настолько можно просто купить дешевые кредиты и маленькие низкие ставки, что автомобили у всех. Это Протон, а это как? Перодуа. Перодуа. Ну, Протоны это как наши Джили. Да. Атлас. Смотри, вылитый Атлас. А те это чисто ваши. Ну, я уже тебя уже приравнял к Да, азиатам. чисто наши. Не, ну они тоже собраны вместе с японцами. Эти с китайцами, эти с А японцами. эти с китайцами, да. Действительно похож, прям один в один Билджи. Мерседес здесь редкость, да?
Ну, здесь импортные машины очень дорогие, да, поэтому иномарки, если покупают, то супер дорогие и, как правило, электрические, потому что это самая дорогая комплектация, вообще, которая доступна. Но в целом количество электромобилей не такое большое, потому что в Малайзии один из самых дешевых бензинов в Азии, он стоит примерно как в России сейчас, около 80 центов. Ну, мы в Шри-Ланке, в Дубае снимали, там 1 евро стоит, а здесь получается где-то 70. Но они сами производители, сами добывают, сами перерабатывают, да, поэтому здесь бензин дешевый. То есть самый дешевый, в Малайзии самый дешевый бензин в Азии? Ну, может быть, я так критически не готов утверждать, Примерно, но один из точно, а может быть и самый, да. Поэтому электромобилей мало. И в Эмиратах тоже очень мало электромобилей. А вот сейчас мы подходим, это центральный рынок. Вообще, в принципе, вот эта вся вот эта вот как бы центральная часть, это китайский квартал. То есть он выглядит не очень по-китайски, но это исторический Чайна-таун. То есть здесь был китайский квартал всегда. А это центральный рынок. Раньше он был давным-давно, там 100 лет назад он был мокрым, продавали мясо и рыбу. Мокрый, потому что кровь. Кровь, кишки, мокрый улик называется. Да. Потом из-за того, что тут прямо за ним находится административное здание, мы потом посмотрим, британское, его снесли. Здесь был сначала просто продуктовый, а сейчас это большая сувенирная лавка. Перебью, Малайзия была только колонией Англии, больше ничей? Нет. Была, ну, как у тебя в репортаже было про Шри-Ланку, сначала португальцы, потом голландцы, потом британцы. Голландцы и британцы, да. Все, я понял. Все то же самое. Но интересно, конечно, наблюдаем старый дом и на фоне сразу высот. Да, вот в этом как бы... И также в людях наблюдаешь китайца и сразу малайца. Малайский Наблюдаешь буддиста и наблюдаешь сразу же... То есть все нации, все народности, и богатые, и бедные, вся культура, тут все перемешку. Да. Самая смешанная страна, наверное, в Азии. То есть здесь самая мультикультурная, и смешение стилей, и там китайского, индийского. Праздники отмечаются все абсолютно и индийские, и китайские, и мусульманские, и даже Рождество, и Новый год. То есть Малайзия, как бы, мне этим и нравится, что здесь все намешано, перемешано, и от этого интересно и для всех комфортно. Короче, у них выходных больше. Но ты тут еще никого не мешанул? Пока нет. Паш, так что, получается, мы стоим прямо в центре, в сердце, где зародился город Куала-Лумпур? Да, это и есть то самое грязное устье, в честь которого назвали Куала-Лумпур. Он был основан в середине 19 века китайцами-поселенцами. Здесь была деревня китайская, они добывали олово в реке. Ну, так же, как золото добывают, так же намывали. И здесь было поселение китайских как раз добытчиков олова, и отсюда, собственно, и появился Куала-Лумпур. Он пошел от этого китайского берега. Ну, вода мутная, что рыба не водится? Водится. Есть, да? Да. Ну, мне кажется, она чистая, просто она мутная из-за того, что быстрое течение, илистое, да. Ну, мы же говорили, что Куала-Лумпур это грязное устье. Вот оно, собственно, грязное устье. О, рыба выпрыгнула, я видел рыбу только что. Вот такая вот рыбка выпрыгнула. Тут, короче, не действует этот закон защиты прав бренда. И, получается, продают... Можно сейчас, Антон, подписчики говорят, что тебя надо одеть в шорты Versace и маечку Луис Виттон. Можешь? Купи, пожалуйста, покажи зрителям, что ты можешь купить майку. Ну давай. Хорошо, в следующей серии. Наконец-то мы встретили страну, где продается свинина. Китайцы же нормально. Китайцы любят свинину просто капец. Написано королевский дуриан. И тут очередь к нему за ним стоит. Фу, он так воняет. Воняет, но говорят, он очень полезный. В Дубае точно такие же сувениры продают с башней Бурдж-Халифа. А тут Петроносы.
восстановили китайский квартал, как он был в Куала-Лумпуре в 60-х годах. Здесь, видишь, везде фресочки, такие зарисовочки из жизни. Там мы дальше зайдем, может зайти, там сидит ремесленник, что-то делает. Заказать нужно выбрать блюдо, написать его номер, количество и забираешь с собой или здесь. Подожди, а фотки есть? А, нет, хорошо, что хоть английский. А, нет, есть и фотки. И английский, и английский, и китайский. Написано. Вот это желтый явно есть. Китайская кухня. А стоит все, ну, примерно по 2-3 доллара. Любое блюдо. Так, то есть я хочу вот это блюдо, я сюда пишу 58. Да, и здесь количество. Одна штука. И это на... Это типа забрать с собой, а это просто такие заметки. Хорошо, все, я заказал, давайте вы. Цены просто дешевые. Вот это вот на Мальдивах мы бы отдали как минимум по 10 долларов за каждое блюдо, это было бы 50 долларов, тут 20. Причем, посмотрите, какие большие эти. Но скажи, вот ты какую больше любишь кухню? Вот здесь же ты ходишь по ресторанам, кафе, малазийскую, таиландскую, вьетнамскую, китайскую. Куда ты вообще ходишь? Или ты европейскую выбираешь? Я или индийскую, или китайскую. Да? Ага. $3 джинсов. А у нас нету чемоданов с собой. Друзья, тут такие смешные цены. Все $1, $2, $3. Все, Антон пошел. Майку. Бери, Антон. 2. Ты что, ты Василий, будешь смотреть? 10 рингитов. 10 рингитов. Это $2. Ты что, будешь смотреть? Мы в огромном современном мегаполисе, где цены, как будто ты на китайском заводе, вот прям с конвейера только что вышли, да, без надбавок каких-то. Ну, маечка прикольно. У Ваньки такая похожая есть. Подожди, Антон, я так посмотрю. Не, на тебе не пойдет. Она и так XS. Майки более-менее можно что-то посмотреть. Димка, ты себе какую кошечку Антон возьмешь? тигра выбирал. Вот, Антонио. Котенок. Котенок, да? А это на женские. Это женский. 6-этажный большой магазин. Много, конечно, подделок. И вот, ну, вы видите цены. Вот 10, это $2. То есть штаны по $2, майки по $2. Просто такие смешные цены, что... И это не китайская, ты видишь, что говоришь, и Пакистан, и Индия. Бангладеш. Надо что-то купить, да, друзья? Надо что-то... Нам некуда что-то предложить, но надо что-то покупать. Антон плохо знает английский, можно ему купить. Я люблю своего мужа. Держи. И в Таиланд.
Прямо на соседней улице есть магазин с брендовыми вещами. Заглянем и туда. О, видишь? Тут, получается, мы зашли в оригинальную Пуму, 50% сейчас скидки. И не надо покупать подделку. Удобные? Очень. Тапочки. Веселенький. Прям в доме, где мы живем, есть такой магазинчик. На Шри-Ланке, на Мальдивах там едят рис, там 10 видов риса. А вот тут уже мегаполис, тут уже даже гречка есть. Но правда она очень дорогая. Получается, гречка стоит 16,50. Это 800 грамм. Вот, это стоит где-то $5 где-то. $4. Да, гречка. Но это не зеленая. Ну, зеленая вот такая вот зеленая. Нет, зеленая. Это такая вот. А это пшено? Да, у них тут есть уже, ну, такое малое вот 100 грамм пшена. У них есть тут уже и Геркулес. Мегаполис. Ну, смотрите, что по яйцам. Ну, ладно, вот таких у нас много. Перепелиных, обычных куриных. Ну, вот это, смотрите, что это? Вот яйца такие и такие. Egg яйца, duck eggs. Это получается утиные, нарисованы, походу, вот это эмбрионы, которые 18 дней, походу, оно в земле, но я не знаю, что это. Вот. Кто знает, в комментариях напишите. Это, наверное, все-таки вот эти вот тухлые яйца, их не продают просто в магазине. А еще есть среди фруктов и овощей вот такое. Такие какие-то овощи, типа змеиная кожа. Что это? Я не могу даже утверждать, как это, что это называется, с чем его едят. Но рис все равно продается большими огромными упаковками. Дом абсолютно новый еще, и жильцы еще делают ремонт. И вот в лифтах повесили вот такую вот защиту, если там какими-то кирпичами, плиткой, ну, чтобы не поцарапали. Интересный ход, правда? Куда нам наехать еще? Где наш Г? О, поехали. В 13 километрах от Куала-Лумпура, столицы Малайзии, расположены пещеры Бату. Это одна из более популярных достопримечательностей Малайзии, которую ежегодно посещают 1,5 миллиона людей. Это не только самая почитаемая индийская святыня за пределами Индии, но и настоящее природное чудо. Что там есть что съедобное?
Мы просто хотели бы спросить, и все. Мы не собирались по мусоркам лазать. Посмотрела пустая, выкинула ее. Антон, почеши ему спинку. Видишь, хочет. Да? Да ну нафиг. Это я шучу, конечно, не надо. Ну дерни, Антон. Укусит, да? Не, он большой, он может реально цапнуть. Маленького еще можно дернуть. Еще самец, если это вообще капец. Это самец, да. Вот так вот может сразу. Пещеры Бату образовались естественным путем и сильно преобразовались за 400 миллионов лет своего существования. Изначально в них проживали племена, а сами пещеры были высокими скалами из известняка. Со временем, под влиянием водных течений и других природных факторов, породы вымывались, и в горах образовались своеобразные сквозные дыры. Лес скрывал пещеры от человеческих глаз, вплоть до начала XVIII века. В это время на них наткнулся индийский торговец, путешествующий по Малайзии, и именно он основатель храма, посвященного богу войны Муруган. Да, это масло ги, топленое масло. Делает свечи, светильники. Точно, точно, это свечки он делает. Да, потом вот эти свечки тут и горят. В 1920 году туристам открыли доступ к самой высокой пещере, пристроив в ее входу длинную лестницу с 272 ступеньками. В 2018 году лестница была полностью отремонтирована. Она перекрашена в цвета радуги, создавая впечатляющий визуальный эффект. Как и миллионы лет назад, сегодня Бату также подвержены влиянию природы, из-за чего некоторые пещеры становятся небезопасными и закрыты для посещения. Появилась сразу, да? Мне больше всего здесь понравились обезьяны. Ну, честно. Антон, скажи, идут два китайца, вот так вот пьют водичку,
обезьяна выхватывает эту воду так резко, жук, ложит вот так вот на ступеньку, открывает пробку и начинает пить через трубочку. Я как это увидел, сразу свой телефон положил так в кармашек, думаю, чтобы мне выхватило, и мы пошли тихонько. Слушай, ты так реалистично это все показал? Так оно и было. Тут обезьяны, они такие хитрые, такие умные, коварные, злые. Говорю, Антон, дотронься до маленькой обезьянки. Он дотрагивается до маленькой обезьянки, собираются большие обезьяны вокруг Антона и начинают рычать на него. Кстати, смотрите, местная машина Протон, это Похоже на наша Джили. Колорей. Наша Джили Колорей. Хотя я уже наша говорю, как она вообще наша. Ну, то есть Китай пришел во все страны, и все страны под своими брендами продают эти машины. Это вылитый Колорей. Дождь мы видели каждый день. Куала-Лумпур имеет тропический климат. Тут часто идут дожди и большое количество осадков даже в самый засушливый месяц. Примерная годовая температура воздуха в Куала-Лумпур составляет 26-30 градусов. Парки в городе не нуждаются в дополнительном поливе. И, наверное, поэтому этот мегаполис один из самых зеленых в мире. Прочность и долговечность дома зависит от качества его утеплителя. Но если не защитить утеплитель от влаги, от загрязнений, от выдувания волокон, он перестает сохранять тепло. Пострадает и сама постройка. Сырость приведет к тому, что деревянные части начнут гнить, а металлические ржаветь. Защитить утеплитель от влаги помогут пленки и мембраны. Но важно правильно их выбрать и применить. Если производитель надежный и проверенный, то и качество пленки будет на высоте. Лично у меня доверие вызывают бренды, которые давно на рынке. Например, Антутис. Они предлагают как стандартное решение для частного строительства, так и про-сегмент, а также специализированные материалы. Подобрать нужный продукт Антутис легко. Назначение каждой пленки и мембраны понятно уже из названия и маркировки на рулоне. Простой алгоритм подбора облегчает выбор. Купить продукцию бренда можно в ближайшем строительном магазине. Калькулятор на сайте Антутис поможет просто и быстро рассчитать нужное количество пленки. Недомотов в рулонах не бывает. Продукцию Антутис производят на европейском оборудовании и только из качественного сырья. Так что из партии к партии качество не меняется. У них все стабильно. Точные и полные характеристики указаны на упаковке и на официальном сайте. Большинство частных застройщиков считают, что удобнее всего пользоваться материалами линейки Smart. И вот почему. Со смарт-пленками и мембранами вообще исключена ошибка при монтаже. На полотнах уже нанесена сетка раскроя, линия нахлеста и интегрирована монтажная лента, которая быстро и надежно склеивает полотна. Кроме стандартных ветрозащитных и пароизоляционных пленок и мембран, в линейке есть пароизоляция Andutis Smart Thermo для бани и сауны. Профессиональные строители чаще используют линейку Pro. В ней помимо пленок и мембран с лучшими характеристиками есть специальные пленки для каркасных домов и для плоских кровель. Подтвержденный срок службы пленок линейки Smart 30 лет. Пленок линейки Pro 50 лет. Полная информация о мембранах и пленках Andutis, а также точках продаж, есть на их сайте. А на YouTube-канале Andutis Pro всегда можно найти дельный совет по строительству. Так что подписаться стоит. Ссылки в описании под видео. Китайскую кухню мы ели, сейчас арабскую попробуем. Тут много мяса, меньше углеводиков. О, красивая картинка. Соскучился, да? Смотри, все мясо, мясо, мясо. После мясо. Шри-Ланки это морепродуктов, как бы мясо хочется, да? Я первый раз в жизни хумус попробовал у Ильи Митько дома, и после этого я почему-то его обожаю. Хотя это что это? Фасоль, да? А чем нут отличается от фасоли? Другой вид гамова. Очень вкусно. Надо нам дома его приготовить. У нас такой еще подачи не было. Кстати, выглядит даже так ничего. Баранина.
Thank you. Какие птички, попугайчики, какие-то орлы. Надо вот так вот по стрелочкам погулять нам. Попугайчики, извините, вы не могли бы там сказать, что вы кушаете? Перец, смотри. Перец кушают. Чили едят. Точно чили. Хочешь? А что он делает сейчас? Клюет. Как клюет? Так клюет. Золото ищет. Ну прям клювом тебя, да. Скрывает телефон. Привет. Так, легко. Нет, садись, дружбан, ну не кусайся, ну не кусайся. Ой-ой-ой, мне на голову сел. Как сел? Так сел. А потом улетел? Да. Это вот этот голубой, Да, он на всех да. садится. Подходи, подходи. Садись. Давай к этому зеленому подходи. Он кусается сильно, надо вот так вот, чтобы не было больно. Видишь, он думает, как же тебя укусить. А вот кусай вот так, вот смотри. Вот так вот, кусай. Ага, кусай. Найдет. Неа. Найдет. Видишь, так не может кусить. Смотри, какие птенчики. Злые такие, а? Не злиться, а просто сел и сидеть. О, кто там у меня? Голубой. Тот голубой, Да, блядь. он садится и тебя кусает. Видимо, твоя голова блестит, как манго, и он... Манго. Пошли прогуляемся. Заехали в такую частную застройку. Сейчас с пироженком зайдем в гости. Реально, возле каждого дома по несколько машин стоит. Малайцы переняли у голландцев систему водоотведения, потому что здесь потопы частые. Смотри, какая канава. То есть после дождя... Мой рост почти, да? Да, Это очень 1,5 глубоко. метра. Да, можно даже в принципе опуститься. Да, метра полтора. 1,5 метра точно. И тут везде такие. Да, тут везде такие, просто они иногда сверху закрыты плитами, чтобы никто туда не свалился. Как бы, представляешь, вдруг пьяным ночью и вылезешь и... Дождь можно будет. А в Дубае сейчас потопы. Там ни одного вообще нету мелиорации, вообще нету. Ни одной лемешки, да? Мы приехали в обычный частный сектор. У Паши есть знакомая из Беларуси. Она уже 20 лет живет в Малайзии и занимается тут туризмом. Здравствуйте. День добрый. Привитание. Привитание. Так. Проходите. Когда к вам едут кто-нибудь из России, из Беларуси, вы что их просите себе привезти сюда? Ну, когда туристы, редкий случай, когда они там спрашивают что-то, там, чтобы вам привезти, вот, мы обычно всегда говорим зефир и шматок сала, то есть это вот так... Деликатес. Да, такой местный деликатес. У нас здесь есть, например, свинина, у нас же здесь очень много китайцев, и они едят свинину, они там, значит, это вообще не запрещено, потому что Малайзия вообще-то это светское государство. Просто ислам исповедует 60%. Поэтому, но здесь свинина, она немножко другая. И вот сало, оно вот, ну реально, оно вообще другое. Другое? Сладкое что ли такое? Ну нет, оно не сладкое, но оно вот... Видно, кормят другим. Не знаю, чем И приготовлено по-другому, да? Она копченая, мне кажется, да? Я не видел соленое. Нет, не соленое, оно есть свежее, вот свежее, вот это, свежее. да. Его надо еще засаливать, да. Но когда его засаливаешь, это как бы, ну, оно все равно не то. То есть вот. А вы драники здесь хоть раз готовили? Слушайте, драники готовила я постоянно, ну, часто достаточно готовила, но здесь картофель тоже, он другой. Он такой более клейкий, что ли, там, и они реально такие вот, как это вот, резиновые, ну не то, что резиновые, они реально такие вот тягучие получаются. Я пробовал борщ, свекла отличается. Ну, многие жалуются еще, что типа и свекла не та, морковь не та, плов там не тот там сделают. Ну, у меня к свекле и к моркови претензий нет. Ну, морковь вкусная. А Гречку мы в магазинах видели, да? А вы когда были последний раз в Беларуси? Ну, в 2019 году была последний раз, потому что, ой, в общем, поехала я, ну, как бы я периодически ездила там раз в год, вот, и в 2019 году поехала, и, значит, начала делать там импланты. Поставила 2 гвоздя, такая,
Ну, в следующий год приеду, сделаю там уже коронки накручу, да. Приехала, все, короче, доделала здесь. Причем это обошлось мне вот реально в 3 дорого. То есть это намного дороже, но у меня другого выхода просто У нас дешевле, да? В разы. В разы. Здесь вообще вот, скажем так, вот медицина, особенно стоматология, это вообще просто отдельная тема. Это просто отдельная тема. Надо сказать, что у местных, у них от природы очень хорошие зубы. Вот реально, у них витамина D здесь в избытке, который там во всех там, значит, обмен процессах организма участвует. У них зубы реально очень хорошие. Поэтому у стоматологи хорошие здесь имеются, но у них нету такой вот набитой руки, как там у наших, наверное, да, которых там, там с утра до вечера. То есть наши и дешевле, и еще и качественнее. И качественнее, так тебе еще и гарантию сверху, да, там дадут, да. Здесь нет, здесь как бы они тебе сделают, но гарантии тебе никто ничего не дает, да, вот сколько там это все тебе. Вот, и, сюда приехала, я вышла здесь замуж в 2010 году, вот мой муж, да. Маген. Да. Маген. А он кто по национальности и кто вообще кто он вообще? Ну, он малазиец или нет? Он, конечно же, он малазиец. Ну, смотрите, в Малайзии, вот чем Малайзия отличается от соседних своих стран, например, от того же Таиланда, от Индонезии, это тем, что в Малайзии очень разнообразный этнический состав. То есть 60% жителей Малайзии это этнические, значит, малайцы, 25% это китайцы, вот здесь примерно там 10% это индийцы, ну там еще там остальные там этнические меньшинства. Это исторически так сложилось. Было за всю историю существования страны было несколько таких вот миграционных волн, да. Вот. И то есть вот здесь реально очень много вы можете видеть и индийцев, тут все. И китайцев. Здесь такая со всей Азии. Да. Вот. И как раз таки вот он индиец, но он малазиец. Как бы по гражданству он малазиец, а значит, по национальности он индиец. Да. Надеюсь, все знают, чем отличаются индусы от индийцев. Надеюсь, да. То у нас как бы многие же путают, да, то есть в Индии же. То есть индус это религиозная принадлежность, а индейец это национальная. А индейец он вообще в Америке живет? То есть вы попали сюда, начали заниматься там каким-то туризмом или нет? Нет, конечно же, это очень сложно так вот. Это вот может быть вот там, например, ребятам, да, которых там, вот, например, я как-то вот приглашаю и даю такую возможность там как-то поработать, да, то есть им может быть даже проще. А мне, у меня достаточно тернистый путь был. То есть я сначала приехала, ну, мы вообще и в Индии жили 1,5 года, да, я там тоже и в туризме там немножко подрабатывала, вот, значит, здесь я и косметологом работала, ну, да, вот в салоне красоты работала, а потом я думала, ну, мне всегда было интересно вот именно вот рассказывать о людях, потому что я уже к тому времени, когда я стала работать в туризме, я уже прожила лет, наверное, 8, и у меня уже было достаточно знаний, и мне уже просто даже хотелось поделиться, вот, рассказать про Малайзию, почему бы и нет. И вот я тогда вот начала как бы выходить на какие-то там каналы, вот, искать, где бы я могла поработать с гидом, вот. То есть я вот начала работать с гидом, потом как и принимающая сторона. Но надо еще сказать вот еще что у моего мужа, у Магена, у него вся семья, она в туристическом бизнесе. Вот у него сестра, у нее очень крупное туристическое агентство здесь в Малайзии, одно из самых крупных, да, то есть, в принципе, нам эта тема достаточно близка была. Вот, так что, вот так вот. Хорошо, вы вышли замуж, и вам легко осталось, вы просто остались в Малайзии. А как если вот кто-то просто другой приехал сюда, и ему что, на месяц и все, едет домой? И по-другому, а как по-другому остаться? Ну как, рабочую визу получаешь, остаешься. То есть надо устроиться на работу? Да, надо устроиться на работу, надо как-то надо устроиться на работу, получить рабочую визу. В принципе, многие сейчас такие делают. А еще кроме рабочей визы, что еще? А если недвижимость? Бизнес. Ну вот по поводу недвижимости, в Малайзии иностранец имеет право покупать жилье, стоимость которого начинается от $250 000.
Здесь вам подешевле, вот здесь и за 60 тысяч долларов квартирки есть, вам такую квартирку никто не продаст. Вот, так что, когда вы покупаете недвижимость за 250 тысяч долларов, вам дается резидентская виза, по которой вы можете жить в Малайзии сколько там душе угодно, вот, и продлевать его не составляет труда. Надеюсь, что... А? Работать нельзя. А работать по ней, да, вы не имеете права идти в найм по этой визе. А так живите, пожалуйста, создавайте свой бизнес, пожалуйста. Онлайн, как-то удаленно работаете, тоже никого не интересует. Да. Вот. А бизнес-визу еще, кстати, можно открыть. Там тоже определенные условия, но надо их прочитать. Короче, дорого здесь жить. Здесь войти в то, чтобы получить официальное виза. Осесть не просто. Осесть, да. Хотя, жить недорого. хотя тоже, знаешь, не дают паспорт, да, как бы стать... Паспорт у вас, вот вы вышли замуж, не будет никогда все равно малазийского паспорта? Вероятнее всего нет, мне так кажется. Скорее всего, нельзя, не дают они. Паспорт нет. Нет, дают паспорт, можно получить из гражданства, но это очень-очень редкий случай. Это очень редкий. Я вот из всей нашей русской общины вот по пальцам одной руки могу пересчитать, сколько человек получили паспорт. Это реально исключительный случай. Да. И не только русские, я вот познакомился. А если ваши дети? Нет, ребенок получает гражданство запросто. То есть если ребенок, у него мать или отец неважно, один может быть. Один может быть. Они автоматически получают гражданство. В Малайзии, может быть, сейчас уже что-то изменилось, но тогда, насколько мне известно, что только одно гражданство может быть. Или российское, или, ну, то есть, или там белорусское. И автоматом ребенок становится мусульманином, да? Или нет? Нет, не обязательно. Нет, автоматом только малайцы. Если коренные. Да, это не обязательно, что ребенок. Здесь определенные условия есть, для других свободных как бы. Свободных все понятно. У мусульман здесь огромные преимущества, это в самом деле так. И здесь уже даже у них настолько большие преимущества, что уже, в принципе, можно даже говорить о какой-то дискриминации. Потому что у них и ипотечный кредит меньше, и более выгодные условия бизнеса, и больше вероятность получить стипендию в университете. А также в Малайзии, вот если ты выходишь замуж за мусульманина или на мусульманке, вдруг решил жениться, ты обязан принять ислам. Вот есть, как бы в других странах такого нет, а у нас так. Ну, у меня муж не мусульманин, поэтому как бы... Как вы его за 20 лет не научили русскому языку? Зачем? Это этот язык шифра. И что вы с ним, на каком вы с ним разговариваете? На английском, на английском. Ну, у меня муж, вы знаете, очень такой, тоже в какой-то степени очень интересный такой человек. Вот он индиец по национальности, да? У меня муж знает очень много языков, включая китайский. Он по-китайски говорит как китаец. Почему? Потому что раньше было принято детей своих отдавать в китайские школы. Здесь вообще есть 3 типа государственных школ: китайские, индийские и малайские. Почему? Потому что здесь 3 основные вот эти народности. И считалось, что в китайских школах там типа лучше образование, вот как-то вот. Ну и вот он, как выходит из китайской школы, он прекрасно говорит по-китайски. У меня муж есть или руками, как индус, или палками. То есть, там. Не только ухаживают все время. Палец вкуснее, да? Кусай то, что надо. Нет, кусай то, что надо. Смотри, Антон, иди начисти, смотри, как они все сразу прилетели пожрать. Да, вот хочешь кукурузку? Это журавли какие-то, да, или аист? А вот тут карпов кoi, тут много. Старики продуманные, они хотят съесть карпов koi.
такая крупная самка и такого цвета интересно, подожди. Ага. Что началось? Я сам люблю мороженое. Да. Борзой. Наши вечно сытые и поэтому так близко не подходят. Если бы наших не кормить, тоже так близко подходили бы. Противный, конечно. Но он тоже сытый, я бы сказал. Да. Все, хватит. Этот как-то подозрительно на меня смотрит. А где там у тебя курочки? Он бежит и крыльями сзади держит, видимо, Как здесь классно, прям как дома. Уточки, цесарка, карпы, кои. Этот постоянно что-то ходит возле меня. Что? Он драться хочет, смотри. Слышь? И смотри, и перья держит, как я, руки прямо. А! Еще один попугай. А он резкий как-то. Там одному я уже щелбана дал. Скорую вызывали. Ты еще тут лезешь. Ты знаешь, сколько я таких голов отрубал? Мы, если что, таких едим, ты не попугай. Давай, кукарекай. Не, ну ты уже понял, кто тут в хате хозяин или нет? Покажи, что ты сегодня ел. Покажи. Так. Ну, какое-то зерно тут сегодня жевал. Чего все такие здесь ручные? Ну-ка, спать ложись. Надо спать. Спать. Валь, мы с тобой всех птиц, наверное, передержали. Но у нас никогда не было уточек мандаринка и кролинка. Это карликовые уточки. Вот у нас карликовые курочки есть, а это уточки такие. А напишите в комментариях, кто держал. Их надо обязательно держать вот так вот сеткой. Или мне кажется, что они могут улететь. И на вольном выгуле их нельзя держать. Потому что я видел как-то в каком-то видео, что утка-мандаринка прилетела к нам на речку Муховец, и там ее кормили с дикими. Да вот тут и карпы кои по размеру больше, чем мандаринки. Кстати, вот мандаринок можно было бы держать в нашей пруду. Они ничего плохого не сделали. Они маленькие, карликовые, красивые. Смотри, только уходить, а он такой подошел, провожает меня. Давай, иди сюда. Он, короче, тут всех гоняет. Кто приходит, он сразу их гоняет. Смотри. Самый мелкий Поэтому дракон, здесь да? людей нету, да? Да. Ну-ка. Кроссовка так по башке получше дела. Иди. Видишь, у него курицы нету, то он хотя бы посетителей дубасит. Ну такой же важный, да. На. Зачем мне?
Друзьями будете. Да, не спасибо. Он твой друг. Он прямо тебя, знаешь, на расстоянии чувствовал сразу. Все, давай, мы уходим, нам надо еще других птиц посмотреть. Иди поплавай, да? Что он? 19-й год, ковид, туризм встал. Чем вы занимались в это время? Да, это был такой сложный период, но тем не менее вот этот период, он открыл какие-то такие новые альтернативы, что ли, заработка или там жизни. Да, многие пришли на удаленку, это прямо как бы многие отмечают это в своей жизни. Ну и мы тоже занялись совершенно другой деятельностью, то есть мы занялись импортом продуктов питания. Поскольку я сама из Беларуси, то я привозила сюда продукты питания, наши колбасы, нашу молочку. Поскольку у моего мужа компания импорт-экспорт, да, то и мне это как бы не составило труда. То есть официально все это импорт-экспорт, все. Да, вот мы привозили сюда, вот, и мы планировали открывать русский магазин здесь. Вот. Но потом, когда началась война, в 2022 году, то логистика очень сильно взлетела в цене, просто в разы, и это невыгодно просто стало. Вот. А так мы привозили сюда, и это было прям очень замечательно. И у нас цены были такие адекватные, да, то есть мы пусть и мелкие, но у нас был опт мелкий даже, да, у нас цены были совершенно адекватные, да, то есть многие к нам приходили, вот, покупали у нас, вот, и это был достаточно такой. Мы прекрасно вот тогда вот выстояли. Есть все кухни всего мира, но вот колбасу пальцем ханую от бабушки вот это. Чем вы привозили? Нет ее здесь. Не, вот в том-то все дело, что мы ее привозили. То есть я согласна с вами абсолютно, да. Что действительно здесь много чего есть, да. Вот, а вот наших вот таких вот сырокопченых колбас, вот наши вот эти вот тоже, как это докторская, да, ее здесь нету. Здесь это наши, да. А вот интересно тоже такой момент. Гречка в магазине есть. Но она зеленая, она не та. Она не зеленая, такая, да? Вообще не такая. Она просто это как бы для диетического питания. Она зеленая. То есть она, вот если вы ее сварите, вряд ли вы ее даже будете есть, она вам не понравится. Она диетическая. Она дорогая, да, во-вторых, она не вкус другой, она не жареная, как наша. Ну, тут местное питание быстро набирает. Мы уже креветки в ресторанах не заказываем. Ой, это все. Они так быстро наедают вообще. Да, нам бы селедочки, сальца, зефирчика. Шубу, оливье, да. Ну и вот интересный такой момент, вот проглазированные сырки, это вот то, насколько вот действительно мы такие разные, да, вот, то есть мы как привыкли вот как к определенному продукту с детства, да, мы считаем это вкусным. Я скажу честно, что, например, вот я, если ем там вот сало или селедку, особенно сало, я стараюсь, чтобы меня муж мой не видел. Для них это дичь, что ты ешь сырую свинью, да, вот это вот, и селедку, да, как ты ее не сварила, да, вот это вот, да, то есть для них это дичь. И вот, например, наши глазированные сырки, то есть, ну, как бы мы их любим, да. Я угостила местных соседей своих, там и детвора есть, вот, они вообще не поняли этого вкуса. Это типа мороженое, не мороженое. Я говорю, это не мороженое. Они такие, а что это такое? Ну, в общем, я скажу, что как бы что-то не очень-то им не зашло. Здесь проблема, творог же нету, не особо не. Так они не едят это. Не надо. И его нет в магазинах, потому что они просто это не едят. Его можно найти, он есть, ну, как бы только экспорт покупать. А где ты его найдешь? Ну, в дорогих магазинах есть. Котаж чиз называется, если я находил. Котаж чиз, да? Да, и даже сметана. Нет, сметана здесь. Она, правда, немножко чуть-чуть другая. Она такая, знаешь, она густая очень. И вот прям как бы. Да, ну это греческий йогурт. Не льется. Макеты в Беларусь возили, нет? Нет, он не ездил в Беларусь, но моя мама приезжала сюда несколько раз. У меня мамочка, к сожалению, ушла. Вот, это Маден. Здравствуйте. Здравствуйте. Багет, жене когда-нибудь говоришь, я тебя люблю или нет? Или только I love you? I love you only. I love you only. Ну, он говорит, что русский не понимает, но когда... Не, так отдельные слова. Ну, Магет же, как сказать вам, вот как бы... Он же мне помогает во многом. То есть мы, например, когда экскурсии делаем, я беру его как водителя, потому что он, ну, знает все, он там что-то даже может помочь, подсказать. Вот.
Мы зашли между собой, говорим, а Маген русский знает, а Маген... Нет, не знаю. Потому что сказали, он все четко ответил, да? Так вот, он, поскольку он часто слышал, как я там рассказываю, он уже там много чего знает, он уже даже меня поправить может. Ты вот здесь вот неправильно говоришь, надо вот так вот рассказывать. То есть, в принципе, он уже так понимает, да? Чуть-чуть я его понимает. приучила. Да. Понимает. Чуть-чуть. И мы сейчас вот открыли такой проект, называется 15-15, то есть когда у нас франшиза, вы можете посмотреть даже вот в интернете, туры 15-15, да, то есть в 15 часов, 15 минут во многих городах Европы, и вот у нас в Куала-Лумпуре проходят пешие экскурсии, которые Можно присоединиться. которые можно... Сейчас принесу еще. Да, то есть вот такая вот у нас табличка есть. То есть, да? получается, он сейчас сидел, типа русский не понимает, но при этом говорит, принеси, говорит, эту Да, франшизу. он же делал, он это знает еще, можете прочитать там, почему Куала-Лумпур, а здесь Куала-Лумпур-ру. Вот такой вот, да, это экскурсия по Куала-Лумпуру, почему это? Склонение, да? Да, это падежи, да, это вот падежи. Вот, так что, вот у нас, так что присоединяйтесь к нам. Наша экскурсия. Church, we have Russian Orthodox Church. Православная церковь, ну да. понятно. Orthodox Church. We have Russian Cultural Center, we have the Russian Embassy, and we have quite a number of big Russian communities. Короче, здесь, как он говорит, что большая русская община, есть и церковь русская, и школа русская. Садик даже русский есть, и русский культурный центр, да. Посольство у нас есть украинское, русское, значит, казахское, узбекское, по-моему, да. То есть посольство даже вот эти. Вот белорусское вот нет. Malaysia is different. In Malaysia, we have restaurants that operates 24 hours. They never close. Круглосуточные Да, рестораны. что Малайзия отличается от других стран на Юго-Восточной Азии. Everywhere in the country you То, have что 24 hours restaurants. Рестораны работают круглосуточно, не закрываются везде, по всей Малайзии. Нет in Thailand, нет in Singapore. Тут ночью не работают, тут ночью работают рестораны. Да, можно конечно. поесть Любое время суток. любое Да. время. Мы И здесь я остановились. Я лично был часа в 3 или 4 утра в ресторане. Так много И таких, люди они сидят. вот, Да. вот у Много. нас, например, вот эти вот, может быть, Ну, вы да, ты приезжали, зачем они, ходишь, а? они работают. Я потом тебе расскажу, хорошо? Куда хожу по ночам. Я заметил, что лежит здесь, знаете сколько? 7 часов. That is different. That is. И это что, покажи? This is Это все тисот? Тисот. Да, Он именно коллекционирует тисот. Ага. Вот эти, говорит, он вчера купил. За $700. Тут нормально так, такие часики. Коллекшн. Все на месте, все, да. Это мальчик, который не доиграл здесь. Boxes there inside also. Переведите, что мы с Антоном ему завидуем. They jealous you. Мне жена максимум разрешает иметь 7 коз, там, 7 свинок. Я тоже не разрешаю, но меня никто не спрашивает. Thank you very much. Спасибо. Thank you very much. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо, что Как говорится, приехали. Это родственник нашего аиста. Это просто какая-то порода желтоклювый. В Беларуси их нету, а здесь в Азии полно. Я имею в виду между собой, у них иерархия. То есть здесь старшие, а остальные просто... Это королевский голубь. Так он такого размера. 75 сантиметров, да. Но мне нравится их голос. К нему подходишь, как будто из трубы такой. От них звук. Антон, короче, сейчас вот так голову высовываешь, такой гоп. Типа, здравствуйте. Типа, здравствуйте. А вот павлин, который смешан с белым.
Получился такой цвет пятнистый. Далматинец. Орликин. Залез, там выход. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получайте супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Мы сейчас в обычном торговом центре. Тут есть корейский ресторан. И вот написано, что можно покушать за сколько? За 49,90. За 49,90 и за 54,90. А 28,80. Это для детей от 5 до 12 лет. И вот за 54,90 можно кушать 1,5 часа все, что хочешь. То есть все включено. Ну, мы так... Либо просто в а-ля-карте меню выбираешь, вот, например, какое-то порционное, и можешь порционное заказать. Не, мы лучше возьмем вот это, да, 54,90. Это получается сколько? 11-12 долларов, да? 11 долларов. Вот сейчас мы с Пашей очень завидуем Антону. Потому что Антон свои 12 баксов точно отобьет. У него значок побольше. А нам надо постараться. Пошли. Он сказал, что нужно написать количество каждого из этих компонентов. Это вот курица, говядина, баранина, рыба, сквид, это этот, как он называется? Не так я себе это представлял. Я думал, сейчас тут будет много-много блюд. Ну давай. Нет, он имеет в виду, что количество, то есть нужно там условно... Мы можем заказать потом на сейчас? Я думаю, что можем. Ну да, давай тогда. Ну, тут просто есть там какие-то пироги, еще что-то, яйца, наверное, вот этого нам все, может быть, не надо. Вегетарианское карри и попкорн-чикен, это курица, жареная в масле. Напиши, что принесли вантус один. Будем Антона паковать по полной. Что происходит, друзья? Что взял от этого? А что? Это что такое? Тут что, еще и готовить саму себе надо? Или ты такое есть будешь? Так это кидалово какое-то корейское. А еще знаете, какая тут фишка, какой подводный камень? Все, что вы не доедите, то надо будет за это платить. Надо заказать себе столько, чтобы ты доел. Это рыба? Да. Это мы потом. Это ресторан принесли, да? Салатики, коуслоу, кимчи. А, это салатики? Да. Валя, ты, наверное, забыла, что такое стоять возле двери, да? Да. Ты сейчас кайфуешь, наверное. Нет, все-таки нас обманули. Я думал, действительно, зашел, тут выбираешь, что хочешь. Тут Я так думала, наготовлено. А тут, видишь, есть подводные камни. Сам себе приготовь, и если что-то не съешь, доплати за это. То есть, тем самым они тебе обрубают сразу, что ничего не выкинули. Хорошо, что у нас есть Антон, и он все доест. Эти напитки тоже можешь наливать, какие сколько хочешь. Что если это на одного порцию? Готово? Курица готова? Это коуслоу, это с капустой, кимчи, соусы разные. Мяско сняли, закинули рыбку.
Короче, мы по меню заказали все, что у них есть по одному. И оказывается, только гриль нам надо жарить, а остальное все вот так придет. Ну, мы сейчас его попробуем, тогда поймем, что самое вкусное, и тогда каждый себе еще что-то закажет. Что это? Корейская штука. Начался дождь, как всегда, на улице. Да? Нравится вот этот продукт? Заказали еще мяско себе. Ребята, мы все съели, мы шуткали. Говорить трудно. Мы чувствуем, что наели где-то на долларов 9, поэтому решили морожком догнаться. Концепция ресторана в целом неплохая. Можно не готовить. Вынес плиту, дал людям продукты и все. Океан от Куала-Лумпура примерно в 80 километрах, поэтому приходится купаться в бассейнах. Мы каждый день тут плавали и ни капельки не пожалели, что сняли квартиру с бассейном. Ведь даже в недорогих отелях и в гестхаусах нет бассейна. И все-таки в бассейне пресная вода, а нам хочется морской, солененькой. И вообще мы туристы и хотим путешествовать. Вдоль малазийских побережий нет нормальных пляжей, поэтому сами малазийцы и приезжие туристы ездят на острова. Вот и мы, проснувшись на рассвете, решили ехать на остров Панкор. А по дороге заезжали в рыбацкие деревушки, в деревни, где живут фермеры. Основной сельскохозяйственной культурой в Малайзии является масленичная пальма, плоды которой ежегодно собираются в объеме 100 миллионов тонн. Малайзия находится на втором месте в мире по производству и экспорту пальмового масла. А среди продовольственных культур преобладает рис. Получается, рисовые поля тоже химией обрабатывают. Запах стоит страшный. Вот нашли поле, где еще рис не убрали. Ну вот. Это что? Да кушаем там. Да? Можно есть? Вот настоящий рис. Угу. Рисинка. Как типа нашего овса. Как любое зерно наше. Похоже. Только что затапливается водой и Растет в воде, да? ну, видите, все-таки они обрабатывают его. Столько тут полей только тракторами. И химии много дают. Вы ничего, что же эти все растения лишние? Типа нашим торнадо обрабатывают. Даже везде, вдоль дорог, вдоль канав. На Шри-Ланке вручную все, да? Ну почему-то на Шри-Ланке мы не видели, а здесь и комбайны, и трактора. Все есть. Риса в стране выращивают примерно 2 миллиона тонн. Но из-за того, что это важнейшая часть рациона жителей Малайзии, то это только 80% от требуемого количества. Остальные 20% Малайзия импортирует из других стран. Мы едем на остров Панкор. Он находится у западного побережья Малайзии. По размерам это относительно небольшой островок, площадью всего 8 квадратных километров. Его протяженность с севера на юг 9 километров, а максимальная ширина 3,5. Билетик получился всего лишь $2. Прелесть посещения данного острова для туристов – это нетронутая красота дикой природы,
и не испорченный толпами туристов быт местных жителей. Большую часть острова занимают густые тропические джунгли. В переводе с тайского «панко» означает «красивый». Друзья, вы вообще понимаете, какие у нас были чувства, когда мы ехали увидеть райский остров, проехали 200 километров к нему, а он был похож на свалку. Нас таксист подвез к отелю и уехал. А мы, когда увидели пляж, мы словили другое такси. А таксист сказал: вчера был сильнейший шторм, и все пляжи вот такие грязные. Этот мусор принесло с материков. Попробуем переехать на другую сторону острова, может там не будет мусора. И мы действительно, мы объехали на такси весь остров, и все пляжи были грязные. Мы заходили в многие отели, в номера. Нам они тоже не нравились. И, наверное, мы бы уже уехали домой, если бы не нашли этот отель, возле которого при нас работники отеля уже убирали пляж. А у ребят вот такой вот номер с двумя отдельными кроватями. И поскольку у них нет выхода с балкона на океан, то у них $45 завтраком за этот номер. Вот такой вот у нас номер. $60 вместе с завтраком, шведский стол. Причем прайс нам давали, это не в сезон $60. В сезон этот номер стоит уже $120. Самое классное в нем это, конечно, вид. Вид с окна на бассейн и на океан, а в океане еще один маленький островок. Но самое смешное, может быть, или самое страшное, интересное, это вот это, друзья. Смотрите. Осторожно, обезьяны, закрывайте двери и окна. Мы вчера приехали, все вот как сейчас было. Вот маленькое вот так вот было, все. Вот так вот. Мы легли после дороги просто вздремнуть. И я просыпаюсь от того, здесь на столе что-то шелудит пакетами. Я просто открываю глаза, а там две обезьяны. Прям вот тут вот две обезьяны. Я в панике хочу, говорю, кыш, а они на меня кидаются. Я лежу в кровати, они клыки, какая-то спросонья, они клыки просто показывают свои. И пришлось подушками их выгонять. А когда мы их выгоняли, они причем одна взяла с собой орешки, вторая взяла с собой пироженки. Так выскочили, вот там вот сидели и еще нас пугали. В общем, не зря эта табличка висит. А вообще номер классный. И если бы не этот номер, мы, наверное, уже отсюда бы уехали. Друзья, представляете, просыпаемся мы от того, что у нас в комнате две обезьяны. Причем мы их выгонять, а они на нас кидаются. А погладьте ее. Ага, накидается. А что она кушает? Агрессивная? Ты хочешь, кстати, вот покушать? Если хочешь, я могу тебе дать. Ты будешь есть? Слушайте, ты боюсь. Я так, кстати, боюсь обезьян. Давай просто тебе кину, на. Вот смотри, оп. Молодец. Подожди, я тебя боюсь, на, вот так, оп. Молодец. Ты чуть что, заходи к нам. Пока. Хуже собак. О, спускается, видишь? На. На, Рефа. На. Ой, я тебя боюсь, бери, просто бери и убирай отсюда. Все, может, ты уйди уже правильно. Иди отсюда!
Кстати, утром мы проснулись, и все пляжи опять были чистые. Местное население все убрало. Такое чувство, что мы здесь в океане одни. Малайцы боятся океан, говорят, страшно. Они все купаются в бассейне. Давайте на это. Поехали. Давай, вот это. Принесет побольше, для детей сказал. Для женщин. Извини. Фото. А как держаться надо? Можно подвести итоги и закончить наше видео. Паша сразу сказал, если что-то плохое скажете. Вы отсюда не уедете на острове, не забывайте. Поэтому будем говорить только хорошее. Малайзия. Плюс безопасная, как по мне. Вот это плюс. Плюс недорогая. Из-за того, что, наверное, сами малайцы туризм слабо развивают, поэтому все сюда приезжающие, они как не туристы, а как обычные жители. Поэтому вообще все дешевое, просто все недорогое, да? Поправлю. Как Паша говорил, туризм здесь развит именно внутренний. Поэтому все дешево, как для своих. Ну да. Они вообще как бы, ну там, въездной туризм, это для них это так. Как город для жизни, он сам Куала-Лумпур, он не хуже Дубая. Получается, инфраструктура такая же, а цены дешевле в 3 раза. Ну как вот для наших туристов, которые привыкли нежиться в египетских отелях, то не совсем. То есть тут есть над чем работать, это факт. Да. Ну то есть все так неоднозначно. Ну а так путешественник, который проезжает мимо, для транзита остановиться, пошопиться, хорошая страна. Правда? Да, да, на самом деле. Есть что посмотреть, если честно, я вообще не ожидал от Малайзии такого прям. Для меня вот, ну, даже колорит сам городской Куала-Лумпура просто, ну, он зашел. И плюс ко всему, если уже отдыхать, то здесь только на островах. Это надо тоже, чтобы понимали, если кто собирается в Куала-Лумпуру, точнее в Малайзию, то только на острова. И надо смотреть сезонность. Потому что есть сезон, не сезон. В Восточной Малайзии с ноября по февраль закрытый сезон, там даже не везде купите билеты. То есть там полные такие, да? Закрыто, да, там... Для безопасности. Из-за безопасности, да, потому что это сезон тайфунов. Все, не делайте нам ролик на 2 часа. Не делаем. Не, все классно, все супер. Классно, да, все супер. Встретимся. Мы куда-то летим, Антон. Никому не говорим. Вслепую покупаем. Пока-пока. Пока. Где ты взял этого котенка? Мальчики дома. А зубки у него есть? Не показывает зубы? Нет, все, они еще маленькие. Мишка меня схватила.